Арми не готова к такому сюрпризу. Чингука заметили в таинственной поездке, и все улики указывают на Швецию. Привет, Арми, добро пожаловать на этот канал. Давайте исследуем тайну, найдем скрытые знаки и зададим вопросы, которые не каждый осмелится задать. И сегодня мы сталкиваемся с одной из самых интригующих загадок. Головоломка, которая начинается не на концертной сцене, не на гламурном показе мод, а в самом обычном месте – аэропорту. Но, как хорошо знают Арми, когда речь идет о вредной еде, ничего обыденного не бывает. Так что устраивайтесь поудобнее, потому что мы собираемся погрузиться в самое сердце тайны. Тайны, которая заставляет миллионы людей задаваться вопросом, куда же на самом деле отправился Чингук, и действительно ли Швеция его цель? Сюрприз в аэропорту. Представьте эту сцену. Шумный международный аэропорт в Южной Корее. Деловые путешественники, спешащие на рейсы. Семьи, тянущие детей за собой. Студенты с рюкзаками и мечтами в глазах. Это должен был быть просто очередной день. Но тут появилась фигура. Высокий, стройный, одетый в небрежную черную толстовку с капюшоном, джинсы, кроссовки, низкую шляпу и маску, закрывающую большую часть лица. На первый взгляд он мог показаться обычным молодым человеком, путешествующим в одиночку. Но для Арми его невозможно было спутать ни с чем. Его походка, плавные движения, его аура. Да, это был он. Джон Джункук. Но вот тут история принимает драматический поворот. Вокруг не было никакого персонала. Ни охранников хайп, ни менеджеров, ни помощи с планшетами или багажом. Чингук шел один, совершенно без охраны, совершенно загадочный, и через несколько секунд камеры телефонов засверкали. Короткий ролик был записан, опубликован и через несколько минут стал вирусным. Внезапно мир наблюдал не просто за человеком, садящимся в самолет. Мир наблюдал за разворачивающейся тайной. Почему Швеция? Что ж, вот тут-то и начинается самое интересное. Фанаты, анализирующие видео, обратили внимание на знаки, направление выхода на посадку, согласно бортовым журналам того дня. Один международный рейс привлек их внимание. Пункт назначения – Стокгольм, Швеция. Поначалу это может показаться необычным. Почему Швеция? Она обычно не входит в список стран, куда составляют официальные расписания кей-поп-айдолы. Это также не то место, которое обычно ассоциируется с Чингуком. Но для тех, кто разбирается в мировой музыкальной сцене, Швеция – это больше, чем просто еще одна европейская страна. На самом деле, Швеция – один из самых влиятельных центров современной поп-музыки. Только представьте. Многие хиты, возглавлявшие мировые чарты, были написаны, спродюсированы или отшлифованы в Швеции. От вечной классики Абба до бесконечной череды мировых поп-хитов Макса Мартина, Швеция незаметно сформировала современную музыку. Итак, вопрос в том, действительно ли Чингук поехал в Швецию? Был ли он там ради чего-то гораздо большего, чем мы предполагаем? 3 большие теории. Как и каждый загадочный шаг Чингука, в их глазах начинают проступать силы, и быстро возникают 3 основные возможности. Одна из них – глобальный музыкальный проект. Самая сильная теория заключается в том, что эта поездка связана с музыкой. Мы знаем, что участники BTS имеют опыт сотрудничества с международными продюсерами, и Швеция, с ее беспрецедентным послужным списком создания хитов, занимавших первое место в чартах Billboard, может стать идеальным местом для Чингука, чтобы создать его следующий мировой гимн. Может быть, мы стоим на пороге следующей, потрясающей весь мир, второй сольной эры Чингука, личного путешествия.
Конечно, не все в жизни Чингука должно быть связано с работой. Он всегда ценил свое личное время. Ему нужно перезарядиться подальше от всеобщего внимания. Швеция с ее безмятежными озерами, тихими лесами и потрясающим северным сиянием стала бы идеальным местом для того, кто ищет покоя. Но это поднимает новые вопросы. Почему Швеция? Почему один? И действительно ли он один? В-третьих, секретная миссия BTS. И, наконец, самая смелая теория. Что, если это не просто поездка Чингука? Что, если это часть чего-то гораздо большего? Чего-то, связанного с BTS в целом? BTS всегда работали в полной секретности, преподнося сюрпризы, которых мир никогда не ожидал. Может ли Швеция стать секретным местом для крупного проекта, связанного с BTS? Скрытой записи, глобальной коллаборации или, возможно, местом съемок чего-то монументального? Чего-то, что войдет в историю. Армии отреагировали. Как только шведская теория начала распространяться, армии по всему миру перешли в режим детектива. Твиттер теперь полон хэштегов вроде «решетка Джон Кук». В Швеции решетка JK, где ты? Решетка Юнка Акмыстеры. Фанаты сравнивают интерьеры аэропортов, анализируя табло вылета, даже увеличивая размытые отражения на видео. Среди самых восторженных комментариев были такие: если Чингук действительно в Швеции, то мы наблюдаем, как творится история. Я одновременно волнуюсь и воодушевлен. Почему он один? Он в безопасности? Представьте, что я иду по улицам Стокгольма и вдруг вижу Чингука, покупающего кофе. Моя жизнь была бы полной. Ажиотаж не остановился на армии. Вскоре местные шведы, никогда раньше не следившие за кей-попом, начали спрашивать в интернете, почему этот кореец вдруг стал трендом в нашей стране. Вот это сила Чингука. Один короткий ролик в аэропорту вызвал настоящий ажиотаж в интернете. К нему присоединились и СМИ. Конечно, СМИ быстро подхватили эту тему. Корейские развлекательные СМИ опубликовали заголовки вроде «Чингук из BTS был замечен в аэропорту 1. Швеция – предполагаемое место назначения». Международные СМИ подхватили эту новость заголовками вроде «Всемирно известная звезда Чингук окутывает тайной после того, как аэропорт упоминает Швецию как возможное место назначения». Даже известные музыкальные аналитики высказались. Один из них прокомментировал: «Швеция – родина некоторых из величайших продюсеров в истории поп-музыки. Если Джан Кук поедет туда, это не просто отпуск, это стратегический карьерный ход. Место Швеции в истории музыки. Чтобы по-настоящему понять серьезность этого слуха, нужно взглянуть на влияние Швеции на музыку. Это страна, которая породила Абба, одну из самых культовых групп всех времен. Это родина Макса Мартина, гениального продюсера Бритни Спирс, Тейлор Свифт, Кэти Перри, Арианы Гранде и The Weeknd. Шведские студии выпустили бесчисленное количество хитов, занявших первое место в Billboard, сформировав мировое поп-звучание. Так представьте себе это. Джон Кук – один из самых талантливых и разносторонних голосов своего поколения. Вошел в ту же студию, где были созданы величайшие мировые хиты. Это было бы непросто. Совместное творчество. Это было бы столкновение культур, встреча Востока и Запада, звучание, которое могло бы переосмыслить мировую музыку. История таинственного путешествия Джон Кука. И это был бы не первый случай, когда Джон Кук таинственно исчезал, а затем возвращался с чем-то монументальным. В прошлом он неожиданно появлялся в Соединенных Штатах. Позже мы узнали, что он снимался для крупных проектов. В других случаях его тайно видели в Японии. Эти поездки также оказались связаны
с крупными компаниями и глобальным контентом. Каждый раз, когда Чингук исчезает из поля зрения общественности, история. Fade away.